Вечер в хату АОЕ, моя тянка аниме. Мой единственный обзор на игру — это самое малопросматриваемое видео у меня на канале. Я сказал самое малопросматриваемое. Так что в этот раз я делаю обзор на 3 игры от одной команды разработчиков. Логично, ни капли, мне все равно, определенно. И если я скажу, что игры, о которых я буду говорить в этом ролике, это визуальные новеллы, да еще и на телефон, у вас может сложиться неправильное впечатление, причем пополам. Однако, дабы понимать, насколько компания ООО Entabridge Corporation Ltd обделена вниманием, стоит упомянуть, что на их официальном сайте, не обольщайтесь, их официальный сайт — это страничка в Твиттере, всего лишь около 550 подписчиков. То есть по факту я в 3 раза популярнее этой команды, а это уже первый тревожный звоночек. Обделена ли она популярностью справедливо или нет, решать уже вам. Моя же работа, а вообще не работа, потому что мне не платят ни деньгами, ни собственной жизнью, рассказать вам, о чем поведают нам эти игры и почему же они мне так полюбились. Но начнем с истории, однако история это слишком сложно. Всякие Чингисханы, годы жизни котенка, который лично расстрелял 14 миллионов жителей КНДР, количество лейкоцитов в крови человека, так что, рискуя своей должностью в Госдуме, задним числом я заменю историю на предысторию. Про мое первое знакомство с играми Entabridge. Одним летним вечером при свечах я решаю зайти в игру под названием Mysterious Forum and Seven Rumors. Вижу предупреждение о том, что это хоррор-игра, и нахрен закрываю ее, потому что я просто ненавижу страшилки. Но все-таки спустя несколько недель понимаю, что жизнь тлен, перестаю укрываться одеялком и бояться подкроватного монстра, который может схватить меня за ногу. Эта игра сделала все так, чтобы я не ушел из нее крича от ужаса, как Лоли в Лоли Хентае, сломавшая 4-ю стену, и чтобы она мне не наскучила. Нам с самого начала в лицо говорят: вот это школьники, участники новостного школьного клуба. У них есть в распоряжении форум, на который можно постить слухи, мемы и мемагенты. Но вот в отличие от двух последних видов контента, слухи, написанные на этом форуме, становятся реальными. С этой концепцией мне пришлось очень долго повозиться, и насколько я понимаю, слух о чем-то паранормальном, опубликованный на форуме, становится реальным и начинает гоняться за нашими главными героями. Однако это поможет им разрешить загадку того или иного мистического явления и дать совет тому, кто написал об этом слухе на форуме. Больше сюда не пиши, от тебя говной воняет даже, отсюда телефона чувствую. Но если ты напишешь что-нибудь наподобие у Септимуса есть 2D тяночка, это не станет реальным, в отличие от страшных смертельных крипипаст. Вот так жизнь даже в игре насмехается над анимешниками. В игре есть 7 глав, разделенные на 7 слухов, и одна дополнительная глава, которую можно купить за деньги, но по факту это просто донат разработчикам, а глава бонус за поддержку. Здесь же стоит сказать, что игра не будет разводить вас на ноутбук Samsung, 2 ядра, 3 гига и показывать рекламу ежесекундно. Максимум, если вы вдруг умрете и захотите переиграть с того момента, когда вы сделали неправильный выбор, вам предложат посмотреть рекламу, либо выйти в меню, либо выйти в окно, либо «Выйди отсюда, разбійник ты». Все зависит от места, на котором вы остановились. Однако, выбрав второй пункт, вы не будете обречены на вечный просмотр видосов Сойерова, подписание контракта с дьяволами и перепрохождение всей главы. Вам придется потратить не больше минуты, дабы дойти до выбора, который и привел вас к плохой концовке. Так что вам не нужно будет вливать огромные суммы в игру и вместо просмотра истории смотреть рекламу. Что, несомненно, является уважаемым решением, учитывая, что над игрой работал не один человек и даже не один десяток человек, а судя по титрам в конце игры, 1,2 десятка человек. Если вы спросите, в чем разница, я смело отвечу: разница в 0,2. Это элементарно, Ватсон. Структура же каждой из игр наиболее уместная для жанра визуальных новелл. Изначально нам дают затравку и стараются задержать нас в игре, удивив необычной концепцией, затянув нас с первых минут в движ происходящего и угрожая публикацией нашей истории браузера. Так в Seven Rumors нам сразу говорят, что следить мы будем за жизнью 3 школьников, у которых есть собственный форум с возможностью вызвать неприятности, и им нужно это терпеть. Хватит это терпеть! Но альтернатива невелика: либо так, либо жизнь в России. Вот такая жестокая игра. В IB нам сразу же объясняют, что мы находимся в высокотехнологичном будущем, и наш главный герой — это самый классный программист сия мира. Одной рукой он взламывает Пентагон, а другой создает робота, от которого зависит будущее всего человечества. В Normal Me and Abnormal Friends нам говорят, что наши сенпаи — демон и ведьма. Если старшеклассница-ведьма — это довольно обыденная вещь, то вот демон, а потом еще и ангел — это что-то новенькое. После этого вброса интригующих событий нас ближе знакомят с миром, его концепцией и персонажами. Игры стараются создать идиллию, в которой на первом месте стоит крепкая дружба. Ты невольно привязываешься к персонажам, начинаешь им сопереживать, а у них в свое время все начинает налаживаться. Они учатся справляться со сложностями, а потом с кувалдой влетает сценарист в одной или двух финальных главах, рушит всю идиллию к чертям собачьим так, что сердце невольно сжимается, а слезы глазам подступают плотнее, чем грейки к Трое. Кстати, примечательно то, что из-за художественных произведений я плакал всего 3 раза. Остальные 997 были из-за математики. Но 1 раз забрала себе игра от этой студии. Пришлось мне все-таки пустить скупую полигендерную слезу. А вот какая
игра вызвала у меня столь трогательные чувства, вы можете попытаться угадать. Вернемся, однако, к игре, с которой мы и начали. Мы уже поняли, что у нас есть мистический форум, а также типичная Эхо Girl, которая в этот раз и навлекла на себя проклятие слуха. Знакомьтесь, Акана Сенпай учится в 11 классе, добрая, глупая, способна к сочувствию. Первый слух гласит, что придет злая девка из звонка, посмотрит на тебя и изначально шарахнется от ужаса, но потом возьмет всю свою волю в кулак и решится убить тебя. И ведь взаправду убивает. Вопрос как остается открытым. Ножа у нее нет, мужской цепи Арго за 300 рублей тоже. Скорее всего, это косяк японских разработчиков, но все-таки они делают аниме, так что их можно простить. Однако все это случится только если ты посмотришь ей прямо в глаза. SCP-096, разлогинься, мы тебя узнали. Всегда, когда я делал первый выбор в играх этой команды, он оказывался неверным, и когда я мог умереть, я умирал, потому что от жизни нужно брать все, даже смерть. Так сказать, Kiss Rest in Peace. Немного о выборе действий персонажей. Тут он, как и во всех визуальных новеллах, чаще всего нелогичный и неочевидный. Но я думаю, что мы, поиграв несколько сотен визуальных новелл, пройдя афганскую войну и пожелав всем мужчинам пройти ее, уже успели привыкнуть к тому, что варианты ответа либо дать леща, либо сломать колени. Либо происходящее после выбора абсолютно нелогично, или же просто не укладывается в голове. Так, почитаю-ка я спокойно книгу, чтобы тихо посидеть и избежать проблем. О, No Game No Life. Говорю, Шира, не могла бы ты... Ответ убил. Хочешь, Шира? Спокойно, да? Я бы так не сказал. В первой главе можно потерять одного из двух героев из трех. Стоп, что? Также разработчики оставили в двух играх отсылки на Mysterious Forum. Так, в IB в главе 4, где нужно расследовать дело с приложением убийцы, в очередной раз сделав выбор, мы можем услышать о том самом мистическом форуме. А потом... занавес и реклама этой игры внутри другой игры. Также в нормальном мне и ненормальном не мне в главе 3, добавив неправильный ингредиент при создании самогона в лаборатории школы, мы снова очутимся в той комнате школьного газетного клуба, в которой идет обсуждение слуха про монстра нашими героями. Герои. В мистическом форуме у нас есть 3 очень хорошо нарисованных и прописанных главных героя и несколько второстепенных, которые появляются один или несколько раз за игру. И тут мы можем пронаблюдать трудолюбие разработчиков, решивших нарисовать персонажей, которые имеют несколько реплик в игре и больше никогда не появляются. Персонажи в своем большинстве имеют стереотипные характеры. Типичный Хика, типичная простушка, типичный агент Госдепа, типичный Хикан. Однако эти стереотипы не возведены в абсолют, что и делает персонажей живыми. Ну не всех совсем живыми, но это уже спойлеры. Они адекватно реагируют на происходящее, развиваются и понимают что-то для себя. Это меняет их и как раз таки делает настоящими. Знакомьтесь уже во второй раз, это Акана Сенпай, добрая, инфантильная, общительная, усердная. Любит поесть, поспать, когда ее утаскивает монстр, любит все, а все любит ее. К концу игры осознает, что ее безответственность мешает ей понять чувства даже самых близких людей. Может использоваться для выражения абсолютно любой эмоции. Только во время родов женщина может хотя бы примерно понять, какие муки испытывает Акана, когда ее рисовый шарик отдают призраку. Юки немного умный, немного стеснительный, немного аяш. Ему приходится преодолевать многие трудности самому ввиду того, что он не хочет подвергать опасности своих подруг. Решение смелое, как кот, кусающий твою руку, чтобы ты дал ему еды, и глупое, как этот же самый кот, выполняющий это же самое действие. Вот вам и кот Шрёдингера. Шина Сенпай. Умная, рассудительная, умеет общаться с призраками, не умеет удивляться, не умеет попадать в неприятности, монстр. В IB у нас также 3 главных героя. У Казута большие проблемы с живым общением, поэтому он хиканит и занимается технологиями. Под конец сюжета он станет смелее и даже сможет выступить на огромную аудиторию. Вот типичный пример малолетнего блогера. Рин, дочка большой шишки, что еще сыграет свою роль в формировании личности Казута и концовки. Простенькая, общительная и добрая. IB это робот с искусственным интеллектом, который будет узнавать о человеческих чувствах и отношениях. Система поиска общительного человека активирована. Общительный человек. Найден. Нормалми у нас аж целых 4 персонажа. Хаджиме Маште. Школьник довольно робкий и кроткий, но в то же время именно его слово будет иметь наибольший вес в разрешении конфликтных ситуаций. Несмотря на его заурядность, именно этот малый будет ключевой фигурой игры, а именно ферзем Путина, и сможет достичь невероятных успехов в налаживании отношений с разными расами. Мари. Ведьма Цундерка делает самые действенные допинги и протеиновые коктейли, любит говорить с кошками, на основании предыдущего пункта можно предположить, что и больше 40 лет. Аницука Сенпай. И только попробуйте произнести его имя без
буквы Т. Демон любит людей, умеет их готовить, слегка глупый, но очень добрый и справедливый. И Нори. Ангел наделена такой силой и властью, что и не снилось ее отцу. Милая, этого достаточно. Как мы можем видеть, персонажи в одной и той же игре невероятно контрастные, поэтому за их взаимоотношениями и развитием интересно наблюдать. Каждое общение главных героев наполнено как забавными повседневными шутками, так и обсуждением проблем и выглядит как-то так. Значит, она заразилась вирусом из интернета прямо как компьютер Юки после просмотра хентая на сомнительных ресурсах. Интересно. Эй, вообще-то, если слух не врет, то Акана Сенпай сдохнет. Да, между прочим, тут так и написано. Как ты можешь? Ты хладнокровная, четырехглазая. Да мне пофиг на ваших призраков смерти. Я за 10 лет в цветочной клумбе в своем познании настолько преисполнилась, мне этот мир уже абсолютно понятен. Вот я лежу в клумбе, а там армяне в IB играют. Ради оценки истории в этих играх я решил пройти и вспомнить таких гигантов в сфере визуальных новелл, как Лето и Доки-Доки. До Катавы у меня руки так и не дошли, ну и с катертью дорожка. И да, эти игры интересны по своей задумке или вариативности. Однако подавляющее большинство игр жанра это гребаные симуляторы свиданий. Романтика за все это время, появляясь везде, где только можно, нельзя или даже запрещено законом, уже успела меня порядком доконать. И это не потому, что я неудачник без тяночки, как бы да, но вообще-то нет. Просто когда ты ешь нечто однообразное каждый день, то тебе оно надоедает. Если это, конечно, не аниме, приколы под музыку. Так что истории в таких представителях превосходные, но для симуляторов свиданий. И каким бы ни был закрученным сюжет, крутится он все равно вокруг тянок. Entebridge же дает нам те сюжеты, которые ожидаешь увидеть от визуальных новелл с самого начала, не зная специфики рисованных историй с текстом. В этих играх вы также можете встретить неожиданные повороты через двойную сплошную, пересекая точку невозврата. Истории же поднимают темы вселенского масштаба, от того, кто сильнее Half-Punchman, One-Punchman или Two-Punchman, до как выжить на 100 рублей, когда ты не имеешь денег, а деньги имеют тебя. Все эти игры так или иначе заставляют задуматься о социальных вопросах. Abnormal Friends будет говорить нам о том, что даже очень разные люди могут найти взаимопонимание и быть друзьями. 7 слухов и Д'Артаньян очень завуалированно постарается донести до нас мысль, что самые страшные вещи в нашей жизни, будь то призраки или Максим из компании Reflame, происходят и появляются лишь из-за страдания людей. IB заставляет задуматься о роли взаимопонимания в социальных взаимоотношениях и о том, как на них могут повлиять технологии. Но в целом сакральный смысл, который вижу здесь я, может не совпадать со смыслом, вложенным создателями. Я вам смысл найду и в узоре тарелочки с золотой каемочкой, если она мне покажется красивой. Эта девушка изображена полуголой, чтобы показать всю пошлость и наготу современного инопланетного разума. Это уже рецидив. Вяжите его. Вот же черт! Только не это! Все три произведения это полноценные истории с довольно нетипичным сюжетом. В конце каждой главы будет идти таинственный текст, относящийся к уже произошедшим событиям или к событиям, которые произойдут ближе к концу. Это наравне с анимациями, музыкой и звуками играет на атмосферу игр. Различные эмоции по типу злости или грусти сопровождаются подходящими звуками. Ну вот, меня убьют. В некоторых моментах даже присутствует озвучка, но не персонажей, а каких-либо звуков. Как то искаженный голос призрака, который говорит «все в порядке». Нас опять обманули. Математики. Итак, мы плавно перейдем к музыке. Под каждый момент игры включается подходящая музыка. Таинственные и страшные моменты сопровождает соответствующая по настроению мелодия. В каждой игре есть основная тема и опенинг, который играет в главном меню и в ключевых моментах. Стоит отметить, что эти самые опенинги очень красивые и сильные. Игры команды Entebridge просто прекрасны своим стилем. Мелочами, проработанными невероятно педантично, будто разработчиков насильно держали в офисе, чтобы они продумали и сделали красивой каждую мелкую деталь. Да вы только посмотрите, у них время написания сообщения в телефоне зависит от длины сообщения. У них есть свой стильненький чат и даже собственные стикеры. А в сети главные герои общаются не так, как они делают это в жизни, а так, как присуще делать это людям в сети. Я просто не могу описать свой уровень восхищения творениями этих разработчиков. Я даже на эмоциях предложил им сделать перевод на русский абсолютно бесплатно. Ответ убил. Ну и чтобы сделать видео интереснее, я написал этим разработчикам 6 вопросов про работу их команды в целом и про их игры по отдельности. Спойлер, они мне не ответили. Но даже у таких произведений искусства не быть минусов просто не может. И одним существенным минусом
Проклятие, так и знал, что использовать авторусификатор не самая лучшая идея. Существенным минусом является отсутствие перевода этих игр на русский. Некоторые игры в принципе не переведены, а остальные, то есть эта визуальная троица, есть только на английском языке. Английский перевод там очень хороший и приятно читаемый, но сколько бы ни был хорош перевод, людям, которые не знают языка, нет смысла играть в эти игры, пока их не переведут. Если, конечно, вы не владеете навыками скорочтения, которые тут, кстати, ни при чем, и не владеете телепатией, ну или японским, не принципиально. К слову, разработчики также упоминали в ответе на отзыв о том, что им нужен высокий рейтинг на выделение бюджета для перевода на русский. Вторым немаловажным минусом является скудная вариативность. В ранее упомянутых титанах жанров, которых я, кстати, всех убью, очень часто присутствует большое количество разных концовок, а вариантов, как их добиться, вообще не счесть. Игры же, которые у нас сегодня в гостях, совсем не изобилуют различными концовками. Их тут у нас всего 3. Правильная концовка, плохая концовка и правильная концовка. Отвечай, Лебовский, правильная. А путей достичь этой самой концовки совсем немного. В этот же пункт можно впихнуть и неочевидность вариантов ответа. То есть, если ты выбираешь самый безопасный вариант поведения, это не означает, что автор считает данный выбор таковым. Я честно хотел поругать еще за что-то игру, чтобы это все выглядело более серьезно, но я не нашел к чему придраться. Обвинять авторов в начале русско-японской войны, когда у меня на руках только косвенные доказательства этого, было бы слишком резко, тем более я оттуда живым вернулся, и слава богу. Это просто хорошие истории, над которыми старались. Это истории, в которые авторы вложили душу или продали ее дьяволу задним числом. Отношение разработчиков к своему детищу можно увидеть во всем. Реклама практически отсутствует, атмосфера создает правильное настроение, темы раскрыты отлично, да и выбраны очень интересные. А вспоминая концовки этих игр, я начинаю невольно выть, как собака в Корее. Я не могу помочь авторам возыметь популярность, которую они заслуживают. Я и себе-то в этом не могу помочь. Но от своего лица каждому, кто установит игру от Интебриджа и поставит им 5 звезд, я просто буду по-человечески благодарен. Это именно те авторы, которые редко получают известность. Но так ли важна этим авторам известность, если они работают на качество? Если они делают шедевры? Маленькие, но шедевры.